3000 лет назад здесь проходил раздел между цивилизациями. Цари и фараоны строили гигантские монументы на берегах Великого Нила, обозначая рубежи своих владений. Каменные колоссы охраняли границы, глядя неподвижными глазами в пески пустыни. Проходили века, бессмертные стражи стояли на своих постах. Их заметал песок Сахары. Но в середине 20 века Египет был готов затопить Нубию, потому что для молодого государства вода была важнее древних обелисков и храмов. Сэр Джон Эйрт, заказчик картины «Роза Гелиогабала», был посвящен в рыцари и стал сэром за то, что его инженерная фирма сделала большую часть расчетов и, собственно, работ по строительству первой, ее также называют сейчас Нижней, Асуанской плотины на Ниле. Та плотина была построена британцами в 1898-1902 годах. Египет тогда был формально полуавтономным княжеством в составе Османской империи. Почему же британцы взялись строить плотину в фактически чужой стране? Потому что британская текстильная промышленность была зависима от египетского хлопка, а у Египта были вечные проблемы с их кормилицей рекой. Не думаю, что мне нужно повторять красивые фразы о значении Нила для Египта. Коротко говоря, не было бы Нила, не было бы и всей этой древней цивилизации с фараонами, сфинксами и нефертитями. Фактически весь Египет находится на территории пустыни Сахара со всеми вытекающими последствиями. Жить в гигантской песочнице очень трудно, поэтому 95% населения Египта жило и продолжает жить в долине Нила. С начала лета на востоке Африки, в Эфиопии, начинаются муссонные дожди. Они наполняют Голубой Нил, восточный приток Великого Нила. Вся эта вода устремляется с Нагорья вниз, в Египет. Нил разливается, принося воду и плодородный ил на поля. К сожалению, это событие происходит не одинаково из года в год. Иногда воды приходит слишком много, и наводнение смывает прибрежные деревни. Иногда воды приходит слишком мало, и начинается убийственная засуха. Со времен фараонов египтяне пытались как-то контролировать этот процесс, строя запруды и каналы, и наполняя пруды и озера во время разлива реки. Но полностью взять под контроль прихоти Нила не удавалось, пока англичане не перегородили его каменной дамбой, создавшей первое Асуанское водохранилище, из которого воду можно было контролируемо подавать на поля. Но даже это солидное, с британской добросовестностью и интересными инженерными инновациями построенное сооружение не справлялось с капризами природы. Плотину наращивали дважды, и Нил все равно периодически переливался через край. И под британским протекторатом он переливался, и под псевдонезависимыми египетскими королями. До тех пор, пока не пришла новая власть. В 1952 году группа офицеров под руководством 34-летнего Гамали Абдель-Насера совершает государственный переворот, свергает короля Фарука, и в Египте провозглашается республика. Взяв власть в свои руки, Насер отбирает землю у крупных землевладельцев и раздает их крестьянам, национализирует Суэцкий канал, вводит обязательное бесплатное среднее образование в стране и начинает массовую индустриализацию. Потому что единственный вид политической свободы – это свобода экономическая. Египет должен был стать экономически благополучным государством, не зависящим от милостей бывших колонистов. А для этого нужно было раз и навсегда укротить Нил, перестать зависеть от разливов и засух. И уже на второй год после революции было принято решение о строительстве новой Асуанской плотины. Новая плотина должна была создать и
и уверенно удерживать огромное водохранилище, куда будет собираться вода при разливе Нила. И потом эта вода, во-первых, будет равномерно и контролируемо распределяться ниже по течению, обеспечивая сельское хозяйство. А во-вторых, там будет поставлена гидроэлектростанция, и Египет будет полностью электрифицирован. Строительство новой верхней плотины было важнейшим, самым срочным и самым приоритетным проектом нового правительства. Асуанская плотина была символом инженерного прогресса и международного сотрудничества. Плотину называли «восьмым чудом света» и ключом к будущему нации. Это была даже не стена, а целый песчаный хребет, гигантская насыпная дамба, спроектированная советским инженером Николаем Александровичем Малышевым. Советский Союз принял активное участие в этой стройке века. Высотой 111 метров и длиной почти 4 километра плотина образовывала одно из крупнейших искусственных водохранилищ в мире, длиной около 480 километров. Впервые за тысячелетие его истории Египет получил возможность управлять разливами Нила. Это позволило расширить орошаемые земли на сотни тысяч гектаров и снимать с них по 2 урожая в год. Кроме того, улучшилась судоходность по реке, увеличились возможности рыболовства. От 12 мощных турбин ГЭС страна получала до 10 миллиардов киловатт-час электроэнергии ежегодно. Однако у этого замечательного проекта была и обратная сторона. При заполнении водохранилища оказалась затоплена территория Нижней Нубии. Нил – это очень длинная река, и на разных своих частях он выглядит по-разному. В нижнем течении, в классическом Египте, это полноводная, если нет засухи, спокойная река с зарослями папирусов, лотосами и бегемотами. Выше по течению начинается ряд порогов, с первого, где поставили новую плотину, по 6-й. И вот эта территория вдоль порожистой части Нила является одним из древнейших центров цивилизации. Это Нубия. Сейчас Нубия поделена между Египтом и Суданом, а в древности там располагались великие нубийские царства – Керма, Напата, Мероэ, о которых я всю неделю рассказывала у себя в блогах. Информация внизу в описании. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте мой канал и получайте больше информации. Так вот, в разные времена Нубия была и врагом, и частью Египта, и даже однажды завоевала Египет, и 25-я династия египетских фараонов была нубийской и чернокожей. В результате на этих исконно непонятно чьих землях между Египтом и Суданом было построено много великих храмов и крепостей, отмечавших рубежи и границы. Абу-Симбел, Фили, Калапша, Амарна, Дакка и десятки других охватывали времена от правления Рамзеса II, это 13 век до нашей эры, до эпохи римского императора Августа, это 1 век нашей эры. А позже часть этих храмов была превращена коптами в христианские монастыри и церкви. Огромный исторический пласт, тысячи археологических объектов. И все это, ясен пень, стояло очень близко к реке, потому что Нил был основной транспортной артерией и вообще источником жизни. И после постройки Асуанской плотины вся эта территория должна была уйти на 50 метров под воду, вместе с храмами, статуями, фресками, обелисками, мумиями, барельефами и некрополями. Не было разговоров, что верхняя Асуанская плотина и водохранилище не будут построены. Речь шла о физическом благополучии миллионов людей и независимости государства. Я уж не говорю о том, что Гамаль Абдель-Насер очень быстро превратился из харизматичного лидера в типичного тоталитарного правителя советского образца. Он хотел войти в историю как великий вождь, освободитель и спаситель своего народа. Историческое наследие было, конечно, жалко, но не настолько, чтобы не показать всему миру, что новый демократический Египет смог обуздать Нил и обеспечил себя электроэнергией и регулярными урожаями зерновых.
Трудно было ожидать, что исторические памятники спасут себя сами, но на их спасение у Египта денег не было. На строительство дамбы им дал заем СССР. 6 апреля 1959 года министр культуры Египта доктор Сарват Акаша делает официальное обращение в ЮНЕСКО о необходимости международного усилия по спасению памятников Нубии. До того, как плотина, строительство которой начнется в следующем году, будет достроена, и искусственное море поглотит их навсегда. Не то чтобы у Египта не было предыдущего опыта. К примеру, когда построили первую Асуанскую плотину, храм Исиды на острове Филе, сравнительно новое сооружение эпохи Птолемеев, начал периодически уходить под воду. До этого даже в паводок вода доходила только до подножья храма, примерно как у нашего покрова на Нерли. А после треть острова была постоянно затоплена, и остальная часть периодически уходила под воду с головой вместе с красивыми колоннами и арками. Но теперь, после строительства нового водохранилища, под воду ушли бы около 60 крупных археологических памятников, представляющих почти 2 тысячелетия истории Египта. При этом значительная часть региона оставалась все еще неисследованной. Археологи попросту не успели добраться до всех древних поселений Нубии, потому что это очень далеко от Каира. И все это было бы потеряно навсегда. В ответ на обращение Египта ЮНЕСКО разворачивает международную кампанию по спасению памятников Нубии. 8 марта 1960 года генеральный директор Виторино Веронезе выступил с официальным призывом ко всем государствам-членам присоединиться к этой миссии. Началась беспрецедентная археологическая спасательная операция, которая продолжалась 20 лет, с 1960 по 1980 год, и стала самой масштабной акцией по сохранению культурного наследия в истории. Всего 50 стран так или иначе участвовали в спасении археологических памятников Нубии, пожертвовав деньги или прислав своих специалистов – археологов, инженеров и рабочих. Это был непревзойденный пример международной солидарности в самый разгар холодной войны. Для начала нужно было решить, какие памятники спасать и какими пожертвовать. Потому что речь шла об археологической эвакуации более 5000 квадратных километров территорий, 500-километровая береговая полоса вдоль Нила, 24 крупных храма, более 200 других памятников и бесчисленное множество захоронений остатков древних поселений. Спасти все было просто невозможно. Нужно было принимать тяжелые решения. Опять же, что значит спасти? Это же не палатку передвинуть. Мы говорим о переносе древних святилищ. И если часть из них, это, как правило, более новые, это сравнительно небольшие, из каменных блоков сложенные строения со скульптурами и колоннами, которые, в принципе, можно было разобрать, погрузить на машины, перевести на другое место и снова собрать, то самые древние, самые важные и драгоценные святилища были того сорта, на которые люди показывают, приговаривая: «Ну вы же понимаете, что это построили инопланетяне? Люди ведь так не могут». Эти храмы вырезаны из цельных гор. И самой большой проблемой стал самый большой храмовый комплекс – Абу-Симбел. Правильно произносить Абу-Симбел, но в русской традиции закрепилось Абу-Симбел. Абу-Симбел – это 2 грандиозных скальных храма фараона Рамзеса II и его супруги, стоящие прямо на берегу Нила. Они, несомненно, ушли бы под воду целиком. Главный храм охраняют 4 сидячие статуи фараона Рамзеса, изображенного в разные этапы его правления. 20-метровой высоты статуи. Если пододвинуть к ним современный многоэтажный дом, фараон мог бы, не вставая со своего стула, заглянуть в окна 6-го этажа. В ногах колоссов тусуются маленькие, 5-метровые статуи, изображающие его семью, числом около 10. И это только преддверие храма. Сам храм вырезан прямо в горе.
десятки метров коридоров и залов, стены которых сплошь украшены цветными расписными барельефами. И в самом конце последнего коридора сидят в полной темноте боги – Амон, Рахарадхи, Птах и сам фараон. И 2 раза в год в 6 часов утра, 22 октября и 22 февраля, солнечный луч насквозь пронзает 65-метровый коридор и падает на их каменные лики. Бок о бок от него стоит малый храм царицы Нефертарии, богини Хатхор, охраняемый 60-метровыми статуями, 4 изображения царя и 2 царицы. Это удивительно и необычно, что Нефертари стоит плечо к плечу со своим фараоном, а не одного роста. И эти статуи даже не отделены от скалы. Это горельеф, часть горы. Как вы вообще представляете перенести 2 горы на другое место? Проект разрабатывался международной группой в составе археологов, архитекторов и инженеров-гидротехников. Это казалось безумным начинанием. В принципе, попытались рассчитать, можно ли подвести под храм Рамзеса 1000 гидравлических прессов и фактически поднять всю гору на домкратах в несколько этапов на 50 метров вверх. Но это было безумно тяжело и рискованно. Были и другие очень элегантные предложения. К примеру, возвести над Амбу-Симбелом огромный стеклянный купол, и когда водохранилище затопит его, нагнетать под купол чистую воду, потому что нильская вода практически непрозрачна из-за его знаменитого ила. То есть храм остается на дне, но в пузыре чистой воды, и люди смогут любоваться на него сверху или спускаясь на дно в подводных лифтах. Еще один проект предложил использовать наступающую воду, построить под храмом огромный понтон и позволить ему всплыть, когда водохранилище будет наполнено. В результате горячих споров, сложных расчетов и в ситуации серьезного цейтнота инженеры приняли единственно возможное решение, и когда его огласили, археологов чуть удар не хватил. Было решено разрезать храм на куски, кранами поднять по склону и там собрать заново. Статуи и храм вырезаны в белом песчанике, что делало проект принципиально выполнимым, но также и рискованным. Песчаник – сравнительно мягкий материал, его можно пилить пилой, но зато он и разваливается под собственной тяжестью. Он также крошится от вибраций. Ни о каком, даже самом аккуратном использовании динамита даже речи не шло. 2 храма распиливали вручную, предварительно обклеив статуи льняными бинтами по будущим швам, чтобы закрепить края спилов. Куски были неравные, а стратегически рассчитанные так, чтобы швы потом были наименее заметны, но их все равно видно на современных фотографиях. Каждый кусочек храма весом от 10 до 30 тонн поднимали краном за 2 длинных металлических штифта, воткнутых сверху, потому что, опять же, никак иначе подцепить блок так, чтобы он не начал разрушаться, было нельзя. Потом куски на грузовиках отвозили в склад выше по склону, предварительно тщательно пометив и каталогизировав огромные статуи первыми, а потом также распилили на плиты и перевезли стены внутренних коридоров и залов. Всего более 1000 каменных блоков. На новом месте, на 65 метров выше прежнего уровня, заранее соорудили железобетонный купол-каркас. Внутри него заново смонтировали внутренние коридоры, скрепляя каменные блоки бетоном. А потом над восстановленным храмом насыпали новую гору, которая выглядит совершенно натурально. Разумеется, рассчитали все так, чтобы 2 раза в год лица богов в глубине коридоров снова освещало солнце. И перед храмом аккуратно собрали назад сидячих колоссов. Думали, не починить ли при переезде 2-го колосса, который развалился еще при фараонах, но решили оставить как было.
Точно так же был разрезан на блоки и перенесен сравнительно новый, но очень большой, крупнейший в Нубии после Абу-Симбела, отдельно стоящий храм в Калабше. Немецкая команда разобрала его на 13 тысяч блоков и перебазировала к самому подножью новой плотины, где его собрали заново на высоком берегу. В награду немцы увезли к себе в Германию ворота храма Калабши. Теперь они красуются в музее в Берлине. Древнейший из спасенных храмов, храм Амады, построенный в 1500 году до нашей эры, с прекрасно сохранившимися расписными барельефами внутри, распилить было невозможно, пострадали бы все эти росписи. Египет почти смирился с тем, что Амада уйдет на дно, но французская команда заявила, что кровь из носа спасет его. Они сначала обернули здание стальными кабелями, потом затолкали под него железобетонные балки и за 3 месяца умудрились перетащить храм целиком древнеегипетским методом, по рельсам, которые подкладывали впереди здания, потом пропихивали его вперед, снимали рельсы сзади и снова укладывали впереди. И так, огибая горы, они перевезли весь храм неповрежденным на 65 метров выше и на 2,5 километра дальше от воды. Отдельным восхитительным головником был перенос уже затопленных храмов на острове Фили. Их окружили временной дамбой, откачали воду, потом смыли с сооружений налипший слой нильского ила и перебазировали потом на соседний остров Агиликия, который находился вне зоны затопления. Только в 1980 году последние камни легли на свои места, и великолепный храм Исиды вновь предстал перед миром, но уже на другом острове. Это был завершающий аккорд всей нубийской эпопеи. Скальный храм в Герф-Хусейне, высеченный в горе, спасти полностью не удалось. Вырезали и перенесли только его фасад и зал с колоннами. А к остальной части археологи ныряют с аквалангами и продолжают там какие-то исследования. Многие древние крепости тоже навсегда скрылись на дне озера. Всего спасли 14 храмов, предварительно, оперативно изучив и задокументировав весь регион. Из зоны затопления извлекли тысячи древних артефактов, от статуй и обелисков до бытовых предметов и мумий, которые пополнили музеи Каира, Хартума и других стран. Потому как это не была прямо уж совершенно бескорыстная акция. В благодарность за спасение нубийских памятников Египет, во-первых, позволял до половины найденных неуникальных мелких артефактов забрать в музеи стран-участниц. А во-вторых, несколько архитектурных объектов были целиком подарены тем странам, которые их вызволили. США увезли к себе маленький 5 на 5 метров храм Диндур, который теперь находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Испания получила храм Дибот, который поставили в парке в Мадриде. Италия унесла в клювике храм Элисия, который сейчас находится в Турине. Храм Тафе уехал в Нидерланды, в Лейден. Но египетские музеи получили львиную долю. В июле 1970 года высотная Асуанская плотина была завершена, и к 1976 новое водохранилище, названное озером Насер, было полностью заполнено. Важнейшие археологические памятники были спасены, артефакты разлетелись по музеям всего света, остальным сказали прощай. Египет надежно обеспечил себя водой для орошения полей и электричеством. И 100 тысяч человек по обе стороны египетско-суданской границы были насильно переселены. Потому что хоть древняя Нубия исчезла, нубийцы не исчезли никуда. И никто не спросил их мнения по поводу того, хотят ли они бросить свои города из расписного сырцового кирпича, свои храмы богам с львиными головами, пальмовые рощи на берегу Великой реки и могилы предков. Только в 1959 году, когда решение о строительстве Асуанской плотины было давно принято, Советский Союз уже обеспечил кредиты и отправил в Египет технику и специалистов, и все уже изготовились копать, Судан решительно попросил у Египта объяснения,
А что это значит, что они единолично решили запрудить их величайшую реку ниже по течению? Затопление отнюдь не обещало остановиться там, где кончался Египет. Суданский город Вади-Халфа явно оказывался под водой, вместе с прилегающими территориями и 50 тысячами жителей. Египет не очень смутился, поскольку в самом Египте тоже предполагалось переселить примерно столько же потомков древних нубийцев, все еще проживающих в районе затопления. В отличие от древних храмов, люди мало интересовали ЮНЕСКО. В результате около 50 тысяч египетских нубийцев из 45 деревень были принудительно сняты со своих земель и перевезены на новое место жительства, названное Новая Нубия. Этот специально отведенный участок находился к северу от Асуана в пустынной местности, где для переселенцев построили типовые кирпичные дома. Предполагалось, что они там тоже все оросят, засеют и на Марсе будут яблони цвести, как говорится. На деле же переселение стало настоящей трагедией для самих нубийцев. К моменту прибытия людей более 60% домов еще не были достроены. Новая местность разительно отличалась от родины. Вместо плодородных зеленых берегов Нила – сухая равнина, на которой ничего не росло. Власти поначалу даже запрещали преподавание нубийского языка в школах новых поселений, стремясь ускорить интеграцию переселенцев в общеегипетскую культуру. В Судане было еще хуже. 50 тысяч суданских нубийцев были переселены за сотни километров в проект «Новая Хальфа» в Восточном Судане. Этот переезд был еще более далеким и тяжелым. Нубийцы протестовали против переселения. Некоторые упорно оставались дома до последнего в полуразрушенном затапливаемом городе. Переселение нубийцев стало трагедией национального меньшинства, принесенного в жертву прогрессу. Нубийские активисты обеих стран уже несколько десятилетий добиваются права вернуться к берегам озера Наср. В египетской конституции 2014 года даже появилась статья о содействии возвращению нубийцев на исторические земли, но реальных шагов пока было сделано мало. То есть построили Нубийский исторический музей с артефактами из затопленного региона. И вы, возможно, спрашиваете, стоило ли оно того? Строительство Верхней Асуанской плотины и озера Наср. Не было ли это чисто политической риторикой и показухой перед Западом? Колоссальные усилия и средства, затраченные на перенос археологических памятников, да еще и страдания 100 тысяч человек в придачу, стоила ли овчинка выделки? Для среднего египтянина, жившего в сельском районе, появление Асуанской плотины принесло заметное улучшение качества жизни. Асуанская ГЭС давала половину необходимого Египту электричества. В домах появился свет, радио, холодильники. Не опасаясь наводнений и засух, крестьяне могли уверенно планировать посадки и собирать по 2-3 урожая в год с тех же земель, с которых раньше снимали от 1 до 0. Река стала равномерно полноводной, в ней стало много рыбы. Благосостояние многих людей заметно возросло. В Египте начала бурно развиваться индустрия, появились новые рабочие места. Одновременно весь жизненный уклад нубийцев был уничтожен. 100 тысяч человек были оторваны от корней. Но при этом широкая мировая общественность, в общем-то, впервые узнала об их древней культуре, потому что, в отличие от египетских пирамид, докуда было легко добраться и их изучить, далекие памятники Нубии тысячелетиями стояли заброшенные и заметены песком. И только когда их начали затапливать, внезапно вспыхнул международный интерес, что привело к массированному изучению всего региона. Огромное количество артефактов было обнаружено, описано, изучено и попало в музеи, пока все остальное не ушло под воду. И если подумать, пройдет какая-нибудь 1000 лет, и Асуанская плотина станет таким же древним памятником человеческой цивилизации, каким нам кажется Абу-Симбел. И будущие двоечники не смогут даже сказать, что было построено раньше.
Как сейчас вы навряд ли знаете, что древнее – пирамиды в Гизе или храмы Филе. И когда строили Абу-Симбел, наверняка угробили значительное количество людей. Сомневаюсь, что его строители имели профсоюз. Однако он в наших глазах этим не дискредитирован, как дискредитирована Асуанская плотина. В 1950-х годах люди исторически мыслящие говорили, что нельзя приносить археологические памятники в жертву новой стройки. Но по-настоящему исторически мыслящие люди должны видеть, что все мы, от фараонов до нас с вами, части единого потока истории, где нет более ценных и менее ценных частей. Придет время, и земные экскурсоводы будут решать, что показывать первым туристам с другой планеты – Абу-Симбел или Асуанскую плотину, что лучше демонстрирует достижение человечества в целом. И они не смогут решить. Оставлю вас с этой интересной мыслью. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!